зависящее. Ну что, начинаем. Здравствуйте всем еще раз. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас продолжение старших арканов. Да? Сегодня башня. Неоднозначный символ. Чаще всего, когда на раскладах, на консультациях клиентки видят эту карту, особенно если клиентка так чуть-чуть разбирается в Таро, да, хотя бы визуально знакома с картами, когда выпадает этот аркан, сразу начинают закатывать глаза. О, башня, все пропало, все плохо. Ну, часто, да, это так, особенно если человек надеялся, что все само собой, что все будет хорошо, что ничего делать будет не надо. Башня говорит как раз о том, что что-то надо делать. Что-то надо делать, нужно постараться, чтобы у вас все было хорошо. Давайте я вам сегодня объясню, почему эту карту не надо бояться, почему она не такая плохая, это вполне нормальный, естественный процесс в жизни любого человека, поэтому, ну, может быть, разве что так нарисован. Для любого человека, в принципе, этот процесс не очень приятен, но он необходим, и потом понимаешь, что как бы да, без него никуда. Хорошо. Ну что, начнем, да? Начнем. Посмотрим сегодня, что мы сегодня посмотрим. Мы сегодня посмотрим какие-то соответствия по 10-му дому, потому как это у нас Козерог, 10-й дом, да, затронем 10-й дом, поговорим. Поговорим, что хотел сказать автор этим произведением, да, что там Уэйт нам писал в своей маленькой белой книжечке. Пройдемся по основной символике. Конечно, это Вавилонская башня. Мы поговорим о том, что это за башня и почему именно она является прообразом этой карты, скажем так, символом основным, да. И пробежимся по мифологии. Все, как вы любите, все, как я люблю, да. Уран, тот же самый Сатурн, он же Кронос, да. Мы посмотрим, почему этой карте больше соответствует все-таки Кронос или Сатурн, да, ну и, собственно, Козерог почему. Поговорим чуть-чуть о Сатурналиях, что за праздник такой был и почему у нас на Новый год все так бессовестно, так сказать, как это, перебарщивают с алкоголем. Попросту говоря, такая традиция, да, раз уж так. И поговорим о некоторых не очень очевидных символах, которые есть в христианской мифологии, связанные с этой башней. Само собой, это Давид и Голиаф. Почему так? Все узнаете, все будет. Да? И поговорим о Пане. Что за бог такой? Почему бог Пан является важным в понимании этой карты? Да? И он является таким как бы преддверием следующей карты, да? Следующего знака зодиака. А следующий знак зодиака по нашей системе, которую вы помните, я надеюсь, да, это Водолей и вот то самое противостояние Урана и Сатурна, но уже как бы в таком зеркальном виде, да. Мы с вами помним, что если в Козероге у нас Сатурн и Уран, то в Водолее уже Уран и Сатурн. Сатурн на заднем плане, как бы, скажем так, фоном идет, да, а вот Уран выходит на первый план. Причем тут Пан, бог со свирелью, да, лесной бог, и как он там фигурирует вообще, как он нас выводит из этой карты в следующую. Почему я стараюсь вот символику, скажем так, чуть-чуть подтягивать к следующей карте, об этом чуть-чуть позже. Ну и, конечно, что у нас еще? По значениям пробежимся. Что эта карта чаще всего обозначает в раскладах на практике. Я знаю, что вам очень хочется узнать все значения карты, но если вы поймете суть карты, значения у вас будут из головы выскакивать сами, вернее, из подсознания в сознание. Вы будете понимать суть ситуации, суть этой карты, и эти значения у вас будут угадываться естественным образом, наиболее лучшим для вас. В этом, в принципе, и состоит основа моей работы. Вот это то, чему я пытаюсь научить своих учениц. Образы в кино. Это вот, наверное, самая любимая часть моих лекций, открытых лекций. Мы посмотрим, что за кино, что за процесс просматривается во всех фильмах, которые можно привязать к этой карте. Само собой, что там не четко, не один к одному, да, но вот основную мысль они передают, и это будет очень интересно. Значит, по поводу обучения, раз уж я затронул, да, тему учеников, тему лекции. Эта лекция у нас открытая, она у нас уже
какая по порядку? Старший аркан 16. Начали мы с шута, то есть, собственно, это где-то уже 17-я лекция, да? Вот все они есть на канале, так что все, кто впервые пришел на канал, подписывайтесь, ищите в плейлистах предыдущие лекции, каждая из них где-то от часа до 2 занимает. И я постарался наилучшим образом раскрыть свое видение карты, которое ближе, свое видение карт, которое ближе, наверное, к европейской традиции чтения карт, поэтому можно считать, что это карты Таро в такой европейской традиции. Вот, как-то так, да. Есть еще плейлист с философскими, скажем так, с размышленческими видео по поводу вот тех же самых старших арканов. Я сначала старался выпускать видео, посвященное символике, и сразу же следом видео какое-то такое размышленческое, философское, скажем так, в кавычках, по поводу сути этой карты, что и как привязать это к смыслу жизни, да, какие-то кармические уроки, лучи миссии и все вот это вот. Но сейчас мы идем семимильными шагами вперед, да. Я выпускаю по 2 видео в неделю по символике карт Таро, с тем, чтобы успеть разобрать весь ряд старших арканов до момента, когда мы с учениками, с ученицами с нашими доходим вот, собственно, до конца старших арканов. Поэтому с философскими лекциями пока подождем, да, но тем не менее, как только я закончу старшие арканы, да, мы с вами вернемся и к философским лекциям тоже. Хорошо. Спасибо за крутые уроки. Пожалуйста, пожалуйста, я рад. Мне нравится моя работа, да, это вот фраза «я люблю мою работу». Мне нравится, в самом деле, разбирать карты Таро. Чем больше их разбираешь, тем больше нюансов находишь, тем больше это помогает в работе. Поэтому я считаю, что вот чем-чем, а информацией делиться никогда не грех. Поэтому та информация, которую вы видите на экране, весь этот визуал, он присутствует в открытом доступе в интернете. Поэтому я считаю, что, в принципе, этим делиться можно абсолютно бесплатно, поэтому добро пожаловать, welcome, да, на канал, смотрите, комментируйте, лайкайте, на здоровье, можете делиться, абсолютно не против. Вот. Ну а те, кто хочет глубже изучить карты Таро на практике, у меня есть курс по 3 занятия в неделю, 2-часовые практические лекции, да, то есть мы там разбираем разбираем расклады, учимся с учениками делать эти расклады и щупаем эти карты, скажем так, на практике. Хорошо. Минутка рекламы, да? Это тоже нужно, это тоже важно, без этого никуда. Ну что, поехали, давайте смотреть, что у нас там по 10-му дому, да? Надо сказать, что система, с которой я работаю, основана на... Надо напомнить, что система, с которой я работаю, основана на астрологических соответствиях. Можно, конечно, привязывать карты Таро к Кабале. Это нормально, там есть символика Кабалы, да. При создании этих карт Кабала использовалась. Как и алхимия, как и астрология, как и нумерология. То есть, в принципе, там в каждой карте присутствует много символов, которые позволяют привязать их к какой-то альтернативной системе эзотерической. Скажем так, еще добавить какую-то дисциплину в работу с картами Таро. Это очень полезно, это помогает развить стереоскопическое такое зрение, да, как бы одним глазом видно хорошо, но 2 глазами у нас получается глубина, объем какой-то, и карты лучше понимаются. Привязка карт к домам зодиака практически естественна, потому что если вы хорошо знакомы с картами Таро, по-другому расставить у вас их просто не получится, потому что они, символы на картах будут вступать в конфликт с символами скажем так, с астрологическими символами. А в таком порядке они логично, правильно ложатся на, скажем так, родственную астрологическую символику и очень-очень помогают. Ту же самую систему использует Юрий Хан, известный российский таролог, известный в узких кругах такой российский таролог, но он скорее астролог, да. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы в астрологическом плане, это, конечно, к нему. У него есть канал YouTube, я с ним лично не знаком, но очень уважаю его за интересный взгляд на астрологию, и поэтому всячески рекомендую
интересующимся его лекцией. Они могут показаться несколько сложными, в чем-то заумными, может быть даже занудными местами, но очень интересный товарищ. Я его практически в каждом видео вспоминаю. Так вот, он использует практически такую же систему старших арканов. Вот. Он, правда, еще и младшие арканы в зодиакальный круг тоже раскладывает, и придворные карты. Но мне это уже не очень интересно. Я разбираю младшие арканы больше по, скажем так, по номерной композиции, по четверкам. Да? То есть единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки и так далее. Хорошо. У нас с вами 10-й дом. Опять же, надо заметить, что карты Таро привязываются к домам и к знакам не жестко. Не прям так, что вот карта башня значит только Козерога, только 10-й дом и все. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Карты при развитии какой-то идеи, которую вы смотрите по картам, вы постепенно со временем будете видеть, что карты, они развивают эту идею плавно, постепенно. Переход, допустим, из того же самого дьявола в ту же башню, как из башни в звезду, а из звезды в луну, происходит постепенно, плавно. Как цвет в радуге меняется, да, потихонечку, градиентом таким, так и символика перетекает из карты в карту тоже постепенно. Поэтому можно сказать, что карты накладываются на границы этих домов, залезают в соседние дома. То есть, они так скорее лежат плотным таким слоем, одна на одной. Наверное, будет надо как-нибудь этот визуал создать, чтобы вы поняли, о чем там речь идет в визуальном плане. То есть там нет таких жестких границ. Вот буквально вчера или сегодня спрашивали Романа, а почему символика Селены, да, или Артемиды, богини Луны, присутствует в рыбах в карте Солнца, да, как же? Вот потому что Луна плавно перетекает в Солнце, это очень близкие, практически родственные понятия, которые вот потихонечку перетекают из одной в другую. Это очень важно. Я вот сегодня об этом чуть-чуть подробнее начал говорить, потому что карта башни сама значит в основном перетекание таких процессов, изменения неких процессов из одного в другое. Раньше мы это видели в умеренности, да, но там такой более качественный переход. А башня — это естественный, нормальный, правильный переход из одного состояния в другое. Об этом мы будем говорить. Поняла, круто. Ага, вот, собственно, возможно, это ответ на ваш вопрос, или как, я уж не помню, но так оно и есть. Башня олицетворяет Козерога или дьявола. Или дьявол. Смотрите, Козерог, он как бы залазит и в дьявола, он залазит и в башню, и он залазит еще и в звезду немного, да? В свою очередь все это перемешивается. Можно сказать, что это такие области очень смежные, и они спорные, они захватывают друг друга и плавно перетекают одна в другую. Вот. Надеюсь, теперь объяснил более или менее внятно. Просто потому, что символика того же самого Козерога — это, конечно, башня. Но символика Козерога присутствует и в дьяволе, и еще в звезде немного. Вот. Давайте смотреть более детально, что же там за символика такая этого несчастного Козерога. Почему несчастного? Они там наоборот как раз это одни из самых успешных знаков зодиака, потому как они умеют добиваться своего. Они умеют хотеть чего-то важного и умеют этого добиваться. Как они этого добиваются? Давайте смотреть. Во-первых, давайте вспомним, что такое 10-й дом. Я думаю, что те, кто знаком с астрологией хорошо, уверенно, те и так поняли, что такое 10-й дом. А вот те, кто не знаком, скажем так, это значение, которое я взял с какого-то сайта среднестатистического такого, да, то есть, это такие среднестатистические значения, общие. На любом сайте вы сможете встретить что-то подобное. Я не астролог, поэтому особо не заморачивался вот детальным изучением домов, да, скажем так. Можно сказать, что 10-й дом — это карьера, социальное призвание, работа, то есть все, что вы делаете снаружи от дома, да. Работа, требующего особого образования, высшего образования, да, то есть это надстройка над тем, что вы знаете уже. Работа на руководящей должности, политическая платформа, честолюбивые цели, слава, уважение, известность, да, начальники и вышестоящие, и внезапно отношение к матери.
Вот тут меня всегда смущала эта тема. Насколько она меня смущала в 10-м доме, отношение к матери, настолько меня смущал 4-й дом с Луной и с отношением к отцу почему-то. Ну, возможно, это отношение девочки, женщины к отцу и отношение мужчины к матери. Ну, на этом останавливаться особо не будем. Тут уже спишем на то, что все-таки астрология и карты Таро — это родственные дисциплины, но не тождественные. Тем не менее, общее ощущение у вас, наверное, уже от 10-го дома сложилось, да, то есть карьера, работа с высшим образованием, какой-то начальник, политическая платформа, то есть то, что планируется делать, продвигаться, некие чистолюбивые цели, опять же, карьера, да, руководящие должности, уважение, слава, все это связано с продвижением человека по какой-то карьерной лестнице. Неважно, связано ли это с работой, либо с общественным мнением, скажем так. Вот это давайте запомним, да? Известность, слава и выстроить себе имя, чистолюбивые цели некие, да? Хорошо. Почему я затронул еще 4-й дом? Потому что мы с вами должны помнить, что карты Таро, как и дома, как и зодиаки, занимают порой противоположные позиции. Да? Например, башня и это самая колесница — это карты, которые очень похожи по сути, но направлены в разные стороны, скажем так. Можно сказать, что это две стороны одной монеты. На предыдущих картах мы уже с этим сталкивались. Например, Дьявол и Иерофант — это отчетливо одно и то же, но разнонаправленные векторы. Да? И Дьявол, и Иерофант учат, предоставляют какую-то информацию, однако Иерофант предоставляет инфу, а Дьявол как бы ее вам пропихивает, да, то есть он пытается вами манипулировать. Вот. Но, тем не менее, это один и тот же процесс, просто с разной мотивацией, с разным способом действия, скажем так. Те же самые влюбленные, да, ну так как у нас в противоположном, в 9-м доме всего одна карта, да, то влюбленные тоже относятся к противоположному понятию дьявола, да, то есть это какие-то наши привычки, зависимости, наши интересы, которые только наши, и именно этим мы по нашему дьявольскому, в кавычках, характеру хотим отличаться от всех других. Подробнее о карте дьявола я рассказывал пару дней назад. Во вторник лекция есть на канале, ищите, пожалуйста. Так вот, 4-й дом — это то, что мы... Вернемся, да, внезапно. У меня башня в дне рождения, а колесница в месяце. Бывает. Хорошо, собственно, колесница — это то, что мы делаем для достижения собственной безопасности внутрь себя. Это дом, который мы строим, это семья, которую мы создаем, да, это наш внутренний характер, который нам дан от родителей. Это некий дар богов, скажем так, да, одаренность человека, она просматривается в его характере, в наследственных его данных. Это Луна. Те, кто хорошо знаком с астрологией, прекрасно понимают, о чем речь идет. Так вот, колесница — это дар богов. Опять же, лекция по колеснице тоже есть. Те, кто первый раз на канале, ищите, там много интересного. Вот эта колесница — это дар богов, родителей, рода, да, либо всего того, что было до нас, для того, чтобы мы могли создать вот какую-то личную, такую свою маленькую гавань безопасности, такой, скажем так, зону комфорта, семью, домашний очаг. И, конечно, Луна — это материнское ощущение. Это то, куда мы приходим, когда хотим оказаться в безопасности. А вот когда мы выходим из этой зоны комфорта, из безопасности, мы сталкиваемся с башней, с необходимостью строить внешнюю защиту в большом мире. Это карьера, это работа, это то, что мы делаем для того, чтобы обеспечить себе внутреннюю безопасность уже после того, как мы закончим эту работу. Ну, грубо говоря, колесница — это семейный очаг, башня — это ваше место работы, где вы продвигаетесь, где вы защищаетесь от большого мира. Вы сохраните эфир? Конечно, я каждый эфир сохраняю. Вот лекции я сохраняю все. Вот, надеюсь, вы поняли, да, что башня — это то, что мы строим для защиты от внешних сил.
Колесница — это то, что присутствует уже у нас. В любом случае, это то, что мы не потеряем. Это семья, которую мы создаем, потому что мы по этой колеснице и должны создать эту самую семью. Хорошо. Ну, детальнее чуть-чуть попозже. Ну и напомню, что четвертый дом, родительский дом, родители, место жительства, недвижимость, малая родина, родные места. То есть вот все такое какое-то внутреннее, отчетливо семейное. Да, вот эти чувства, эмоции по Луне, связанные с домом. Почему? Потому что когда на Солнце, на небо всходит Луна, наступает вечер, и все люди должны вернуться домой в безопасность. Потому что выходят ночные хищники на охоту, и нужно прятаться в свою теплую, уютную пещеру. И вот эта защищенность внутренняя, это вот те самые доспехи, та самая колесница, в которой и присутствует человек, чувствует себя в защищенности. Когда же наступает утро, день, и он должен искать и бороться с этими хищниками, да, он выходит уже наружу и пытается как-то строить свою карьеру во внешнем мире. Добывать что-то себе, выстраивать запасы. Башня — это то, что строится для защиты от внешнего врага, это внешняя сторона защиты. Колесница — это внутренняя сторона защиты, понимаете? Вот, хорошо. То есть это и там это безопасность, но направленная в разные стороны. По колеснице это безопасность, направленная внутрь, по башне это безопасность, направленная наружу. Сейчас будем с вами пояснять, почему так. Причем тут вообще молния и люди почему падают. Причем тут безопасность вообще, по-моему, очень небезопасное место, да? Все очень просто. Давайте посмотрим. А в некоторых книгах по Таро астрологическое соответствие по башне Марс. Да, пожалуйста, на заборе тоже пишут. Хорошо. Извините за грубость, да, но есть очень много книг по Таро, в которых пишут очень много ерунды, устаревшей, либо просто неверной. Особенно в последние годы очень много появилось таких книг, просто потому что книги сейчас издавать очень легко, да, и, соответственно, деньги на этом зарабатывать можно. А почему именно Марс? Ну, вот это молния. Копье Марса, да, и как бы насилие, боль, это все связанное с Марсом в негативе, вот тут тоже присутствует. Поэтому люди привязывают вот такие какие-то отчетливые, визуальные, примитивные символы, совсем отчетливые, да, к чему-то напрямую, без понимания глубинного смысла. Поэтому я так и сказал, что на заборе тоже пишут, потом смотришь, а там нет, там сучок, да, на самом-то деле. Хорошо, шутки шутками, но давайте почитаем Уэйта. Оккультные толкования считали эту карту безрадостной и приводящей в крайнее замешательство. Излишне говорить, что на ней изображено крушение во всех ее аспектах, ибо это ясно с первого взгляда. Ну, собственно, да, и так видно, да, что тут боль, страх, ужас, люди падают, конечно же, молния бьет, это неприятно. Дальше. Утверждаю также, что в карте содержится прозрачный намек на некое материальное сооружение, однако я не считаю башню более или менее материальной, чем те колонны и башни, с которыми мы встречались в 3 предыдущих картах. Ну, имеется в виду там, конечно, и высшая жрица, и иерофант, везде, где присутствуют колонны, башни, какие-то строения, тоже вот речь об этом идет. Там символика, конечно. Не вижу, что позволило Папюсу усмотреть в карте буквальное грехопадение Адама, зато многое говорит в пользу другого варианта слова, ставшего плотью. То есть, смотрите, слово, ставшее плотью, да, это умение создать что-то одним своим словом, да, то есть намек на божественное творение чего-то. На высшем уровне Бог что-то создает. На нашем человеческом уровне создает что-то человек, собственно, создает эту самую башню. То есть Бог же создал человека по образу и подобию, поэтому это то, как строит человек башню, это как Бог создает материальный мир. Это тот же самый процесс, только у нас, скажем так, в миниатюре, в примитиве таком человеческом. И заметьте, кстати, вот по поводу того, что Александр спросил, что в некоторых книгах по Таро астрологические соответствия по башне Марс. Мало ли что пишут, еще раз я повторю, и Уэйт подтвердит, потому что даже такой уважаемый товарищ, как Папюс, да, с точки зрения Уэйта, да, был неправ. То есть он тут пишет, что я не вижу, что позволило Папюсу там, ну, как-то так вот, то есть чуть ли не напрямую говорит, что Папюс не прав.
Поэтому тут, если даже такие монстры, да, отцы, основатели английской, Папюс это, конечно, французская школа, Уэйт английская, да, поэтому, как бы, тут у них-то и между собой не все было ладно. Что уж говорить про наших современных тарологов от бизнеса, да, которые клепают эти книжки одну за одной, как Вера Склярова или Склярова, как там ее. Она, правда, колоды делает, хотя вроде как и книжки тоже. Ну ладно. Не будем плохо о чужом монастыре, да, но смотрим дальше. По представлению библиографа Кристиана, это крушение разума, дерзнувшего проникнуть в тайну Бога. Это советую запомнить, да? Разум, дерзнувший проникнуть в тайну Бога. Я бы скорее согласился с Великим Востоком в том, что это крушение дома жизни, в котором возобладало зло. Тоже надо запомнить. И в первую очередь это раскол дома учения, в моем понимании речь, однако, идет о доме неправды. То есть, в принципе, Уэйт тут намекает, что крушение дома жизни, в котором возобладало зло, это намек на то, что как бы если все будет плохо, да, если вы будете неправы, то долго вы не сможете строить эту башню. Рано или поздно Бог вас накажет. Поэтому тут можно сказать, что в чем-то тут есть и справедливое возмездие, кара Господня в каком-то аспекте. Я не говорю, что это прямой намек, но в каком-то аспекте есть. Помимо этого, карта в наиболее общем смысле иллюстрирует ту истину, что если Господь не возведет дома, тщетны будут труды возводящих. То есть, человек-то, если хочет что-то строить, на это должна быть воля Бога, иначе без воли Бога ничего не будет. Это нас отсылает напрямую к Вавилонской башне. И сейчас мы о ней поговорим, конечно же. Вот, бла-бла-бла, что он там еще пишет интересного. Здесь, пожалуй, следует усматривать некую аналогию. Одна карта посвящена падению в материальное и животное состояние, это речь о дьяволе, конечно же, тогда как другая представляет крушение интеллекта. И вот эта шикарная мысль, сейчас я ее чуть-чуть разверну. Башню часто называют символом кары за гордыню и поражение интеллекта, дерзнувшего проникнуть в тайну Бога. Ну и прочее, да, дальше так не очень интересно, если хотите, можете почитать либо иллюстрированный ключ к Таро Уэйта, либо тут вот ставьте на паузу и читайте. Теперь давайте о том, что предыдущая карта, да, там падение в животный мир и падение, крушение интеллекта. О чем речь идет? Речь идет о том, что в предыдущей карте мы с вами видели падение в животное по дьяволу, да, то есть если не контролировать свои собственные животные желания, то это может вас завести очень далеко. Дьявол может вами завладеть, и если с ним не договориться, его не контролировать, то он будет контролировать вас. Это раз. Это как бы такое противостояние общественного и личного. Общественное у нас. Общественная мораль в Иерофанте, да, которая подвергается воздействию дьявола в личном понимании этой морали. То есть как бы одна и та же штука, да, только с разных сторон. То, как общество видит и учит человека морали, и то, как человек сам, благодаря своему опыту, научается этой самой морали и противопоставляет себя моральным нормам. А вот в соседней линии, да, 4 и 10 дом, да, у нас получается, как это сказать, падение интеллекта. Если человек возгордился, да, если он делает все не по образу и подобию, то он начинает претендовать на место Бога. И за это будет, конечно, низвергнут. Может быть, сейчас это не очень понятно, но все станет понятней дальше по ходу пьесы. Теперь давайте посмотрим, как связан 10 дом и Козерог. Вообще, в принципе, почему у Козерога такая символика, да, рога и хвост, и что за божество у нас связано с Козерогом. Мифологическим аналогом Козерога является древнегреческое божество лесов и охоты Пан, спутник Диониса. Заметьте, лесов и охоты. Ни о каком земледелии и животноводстве речь не идет. Это более древний бог,
чем боги животноводства и земледелия, каким является, кстати, Кронос или Сатурн. Да? Хотя, конечно, Кронос больше бог времени, но тем не менее, именно за счет времени, понимания времени и временных циклов развилось земледелие. Бог Пан, спутник Диониса, родившийся с козлиными ногами, бородой и рогами. Пан помогал богам в битвах, в частности, помог Зевсу в борьбе с титанами, наводя панический страх на врагов. Да? Что мы с вами видим? В 4 доме у нас присутствует Луна, которая является символикой страха. А в 10 доме у нас Сатурн, который тоже является символикой страха, но общественного. Скажем так, это то, чего мы боимся в обществе. Приступить какие-то нормы, нарушить закон, иначе нас покарает общество. В связи с этим я напомню, что зодиак развивается по 3 стадиям. Сначала идет первая часть зодиака, первые 4 дома, где человек знакомится с миром. Потом идет вторая часть вторая часть зодиака, 4 следующих дома, где человек учится пониманию того, что рядом есть люди, да, в том, что вот он мир, ты с ним как-то вот взаимодействуешь. И в третьей части зодиака человек научается предугадывать будущее, просматривать свое взаимодействие с этим миром, с людьми, с обществом вперед, в будущее, то есть планировать уже свои действия. И третья часть зодиака, она вся завязана на общественное ощущение в жизни человека. Поэтому дьявол — это то, как ты себя видишь в обществе. Можно сказать, что иерофант и влюбленный — это то, как ты участвуешь в обществе, вне зависимости от своих желаний. Вот ты есть в обществе, и все, ты просто впитываешь это. По дьяволу ты начинаешь уже диктовать свою волю. Ты дорос до того, чтобы взаимодействовать с обществом. Да? Не просто с семьей по 2-3 зодиак, а прям вот со всем обществом, со всем миром. Вот. И если по дьяволу ты как-то научился продвигать свои собственные желания, свое собственное мнение среди других людей, ты начинаешь таким образом строить эту самую башню, продвигать эти самые свои желания. Ты начинаешь строить этаж за этажом, класть камень на камень в расчете на то, что дальше будет сложно, плохо, и к этому нужно готовиться заранее. Ты предугадываешь, ты смотришь вперед сквозь время, скажем так. Вот. Может быть, это еще не очень понятно, но если говорить о боге Пане, да, панический страх — это то, что к нам приходит изнутри, из Луны. Да? А осознанный страх — это то, чего мы боимся, осознавая. Да? Это какие-то нормы морали, от которых мы уже, в принципе, чуть-чуть ушли вперед. Но если мы сталкиваемся с чем-то таким серьезным, да, порой у нас вот возникает этот животный панический страх. Это в нас говорит та самая Луна, по которой мы слабы в 10 доме. И вот этот бог Пан, да, он рисуется обычно, тут, может, не очень удачная картинка, но тут свирель важна, а свирели позже. Вот у него козлиные ноги, да, это значит, что он наполовину животное. Чуть что, у него все эти животные и рефлексы, животная сила всколыхивается сразу и реагирует сразу. И панический страх — это то, что естественно присуще каждому живому существу, даже если оно цивилизованное. И если тебя охватывает панический страх, твой разум падает. Вот это то самое падение выстроенной логики, выстроенного разума, которым так славится Сатурн и 10 дом. Общественная какая-то надстройка над вот этими животными страстями. Понимаете? Животные страсти и Луна — это у нас в 4 доме. Это то, что в нас заложили родители. А 10 дом, противоположно, это общественная надстройка над вашим характером. Внешние ваши стены, ваша внешняя башня. Вот. Как же бог Пан связан с Козерогом? Есть один из мифов о том, что бог Пан едва не стал жертвой огнедышащего Тифона. Преследуемый Тифоном, да, бог упал в воды Нила, в результате чего нижняя часть его туловища превратилась в рыбий хвост. А символика Козерога — это очень часто такое
переходное существо, как, в принципе, все 4 знака третьей части зодиака, последней третьей зодиака, они какие-то переходные. Козерог, он такой полурыба, полукозел. Стрелец, он получеловек, полуконь, кентавр, да. Водолей, он полуптица, ну, с крыльями, получеловек. И там вообще двойственность тоже есть в этих линиях водных, да. Он 2 кувшина льет, он то ли бог, то ли человек, полубог, такой ангел. Вот, ну и рыбы, там 2 рыбы вообще, в принципе, там уже нет человека, там просто 2 разные рыбы, одна черная, одна белая, плывут в разные стороны, там всегда чувствуется двойственность. Хорошо, теперь давайте окунемся в символику Вавилонской башни. Что за башня такая? Ну, я думаю, вы знаете, это башня, которую строили люди, когда у них появилось желание стать равными Богу, достичь небес. Как это, Highway to Heaven, да, Starway to Heaven, лестница в небо. До сих пор этот сюжет существует, он есть и в песнях, и в фильмах, и много в чем, да. Стремление человека ввысь, оно всегда присутствовало. Но про Вавилонскую башню давайте, зачем ее строили? С точки зрения христианской мифологии, Вавилонская башня — это после всемирного потопа человечество было представлено одним народом. У них был один язык. С востока люди пришли в землю Синаар, то есть это в Междуречье, где решили построить город, названный Вавилоном, и башню до небес, чтобы сделать себе имя. Помните, у Уэйта было, да, и в символике 10-го дома это карьера, это слава, это стремление сделать так, чтобы тебя уважали, чтобы тебя заметили, стать равным своим конкурентам. Человек по 10-му дому строит эту башню, строит себе карьеру, создает что-то во внешнем мире, чтобы другие люди видели. Не для себя, для других людей, для защиты от других людей, либо для уважения со стороны других людей. Строительство башни, однако, было прервано Богом, который заставил людей говорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не смогли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле. То есть, таким образом, у нас был некий план действий, да, мы там что-то строили, как тут Чебурашка, и, наконец, почти достроили, но Бог понял, что как бы, ребята, не будет такого, нате вам разные языки, то есть, внес какой-то неожиданный, доселе невиданный фактор. Такого раньше не было, он дал что-то новое, дал людям разные языки, они перестали понимать друг друга, и этим все закончилось, да? То есть фактор внезапности. Это поговорка «человек предполагает», то есть он планирует там эту себе башню как выстроить, а Бог располагает. Что такое у нас элемент внезапности, элемент внезапного? Это та самая молния, которая в ту самую башню бьет. Человек, когда строит башню, он не предполагает, что стукнет молния. Потом уже с опытом, пройдя через эту башню, да, через это понимание, что есть еще какие-то случайности, ну, когда Бог хочет выступить инкогнито, он подписывается именем случай, да, случайность. То есть вот та самая молния, все, конечно, не случайно, но для человека-то это случайность, понимаете? И в башне человек начинает понимать, что как бы ты что ни планировал, как бы ты ни ставил камень на камень, есть еще элемент случайности, его тоже нужно учитывать. Как минимум громоотвод ставить нужно. Вот, может быть так чуть-чуть примитивно, но это как бы передает суть. Хорошо, зачем же, собственно, какие были аналоги? Мы с вами знаем, что если в Библии что-то есть, значит было что-то похожее, как минимум похожее в Библии, в истории. Да, в самом деле, были такие зиккураты, вот, похож чем-то, да, на мавзолей. С него и рисовали, на самом-то деле. Зиккурат вообще очень интересная тема. Это и есть та самая башня. Это башня, с которой происходит управление народом с помощью жрецов, да, ну, жрецами, собственно. Ряд ученых-библеистов прослеживает связь легенды о Вавилонской башне с традицией строительства в древней Месопотамии высоких башен храмов. То есть там же, да, в том же регионе.
Эти высокие башни-храмы назывались зиккуратами. Вершины башен служили для отправления религиозных обрядов и астрономических наблюдений. Так вот, там придумали астрологию. Да, собственно, шумеры ее как-то и скрутили, да, из того, что было. Зачем они сделали эти башни? С высоты легче смотреть на небо. Растительность не мешает. С высоты, с высокой точки легче разговаривать с Богом. Вот, об этом мы еще будем с вами говорить в «Звезде». Да? Вот. Самый высокий зиккурат высотой 91 метр, одна прямоугольная ступень и 7 спиральных, всего 8, находился именно в Вавилоне. Он назывался Этаминанки, что означает «дом, где сходятся небеса с землей». Сама же башня разрушалась и реконструировалась несколько раз. То есть элемент разрушения – это нормально для башни, понимаете? Башня связана с разрушением, само понимание – башни связаны с разрушением этой самой башни. Это неотрывно связано с этим. Александр Великий в 331 году до нашей эры приказал разобрать здание для последующей реконструкции, которая помешала, опять же, внезапно, да, его смерть. Начатое еще при Александре строительство Этаминанки так и не было завершено. Остатки верхней части зиккурата были вывезены в округ Новый город, где из них началось возведение греческого театра. То есть по итогу все-таки его переделали, и эти камни были использованы. То есть ничто не пропало даром. Вот. Что такое вообще башня, в принципе? То, что мы с вами говорим о библейских мифах, это, конечно, хорошо, но мы же с вами в башнях не живем. Современные небоскребы — это не то, что башни в Средневековье, и уж тем более не то, что в Месопотамии, да, или хотя бы в том же самом Древнем Риме, в Древней Греции. Давайте мы сначала возьмем промежуточный вариант, средневековую башню. Да, я в свое время увлекался средневековьем, ну, мифы, само собой, все это мне интересно, но более того, я увлекался еще и исторической реконструкцией, то есть мы делали вот эти кольчуги, доспехи, шлемы, мечи, топоры, ходили в бугурты, да, то есть воевали, как-то жили, этим вот бытом пользовались, на кострах мясо жарили, на выездах, и вот это все очень интересно щупали своими руками, как оно работает. Ну и, соответственно, материальную базу тоже под это изучали. Так вот, сама концепция башни, как осадного сооружения, говорит о том, что это самое надежное здание в округе. Люди-то жили как? В деревнях вокруг, вон они так до сих пор так живут. И если вдруг враг нападал на владение лендлорда, да, там какого-нибудь графа, да, ну, тут как бы маленький частный случай, именно вот отдельно стоящая башня. Она, во-первых, ставилась на самой высокой точке, потому что сверху все видно, сверху ты как бы смотришь заранее, ты предугадываешь события, ты предугадываешь действия врага. Ты как бы просматриваешь свое будущее сверху, да, образно говоря. Во-вторых, там хранились запасы. Запасы на случай осады. Если вдруг враг приходил, то крестьяне сбегались с детьми, с женщинами, собственно, под охрану замка, под охрану стены и, в частности, башни. Даже если прорывали стену, башня, как правило, оставалась, ее нужно было брать прям очень долго осадой. Только время могло сковырнуть башню. И вот элемент времени тесно связан с башней. Башню в то время никак разрушить было нельзя. Они строились на века. Заставить выйти оттуда осажденных или умереть, убить их, да, можно было только со временем. Взяв в осаду и перекрыв все пути к воде, к питанию. Но в башне делались запасы на будущее. Опять же, башня строилась со взглядом в будущее. Будет осада, надо заранее, глядя в будущее, сделать запасы. Элемент времени и планирование своих действий в карте башня прям неотъемлем. И вот это очень важно. Хорошо. Также элемент башни — это лендлорды, это знать,
это то, что передается по наследству. Это недвижимое имущество, которое передавалось от лендлорда следующему потомку. Да? Переход нового лендлорда в башню — это, собственно, коронование нового хозяина. Башня — это, в принципе, хозяин. Когда люди из округи смотрят на башню, у них образ башни тесно связан с пониманием хозяина. Вот. Лендлорда, который, собственно, в ней и живет. И вот эпоха перемены, вернее, элемент перемены эпох, элемент перемены поколений — это то, что напрямую связано с башней, потому что знали, что если умрет один, то потом придет следующий лендлорд, его потомок, и выстроит там, может быть, башню еще выше. Да? Опять же, вот эти ступени все выше и выше и выше, винтовые ступени в башне, это элемент развития. Каждый этаж — это следующее поколение, как бы, понимаете? Ну вот ощущение, что это вот следующий виток жизнь сделала и выход на следующий этап. Переход из одной эры человечества в другой связан, как ни странно, с таким интересным эпизодом, как разрушением башен-близнецов. Да? И эзотерики как бы между собой там шепчут, что вот мы сейчас же, у нас же переход из эры рыб в эру Водолея, все знают, да, все слышали об этом. Но не все настолько глубоко этим интересуются, чтобы знать, что в астрологии каждый знак, да, вот эра Водолея, она тоже состоит из 3 как бы этапов развития. Там есть 3 маленьких как бы знака. Я не помню точно, но сначала Водолея идет близнецы, ощущение как бы 1/3 Водолея — это очень близнецовая тема, 2/3 это очень тема весов, да, и 3 как бы завершающая развитие Водолея — это, собственно, водолейный Водолей, да. Так вот, мы с вами при переходе от рыб к Водолею мы начали эпоху близнецов. И первое знаменательное вот такое событие, да, это было, собственно, вот обрушение этих самых башен близнецов. Как говорил товарищ, как там его, Киселев, Соловьев, кто там у вас на российском телевидении, совпадение? Не думаю. Ну, я не сторонник теории заговоров, да, хотя тут очень такое приятное совпадение, надо сказать, интересно. Ну, как приятное в эмпирическом плане, да, само собой, что как бы это трагедия, люди погибли. Но как переход из одной эпохи в другую очень знаковое событие. Вот. Хорошо. Затронем тему перехода из одной эпохи в другую. Почему к башне и Козерогу привязана тема перехода из одного поколения в другую? Смены чего-то, да? Время — это то, что дает нам, скажем так, ощущение движения вперед и смены чего-то. Собственно, что у нас отвечает за развитие, за появление чего-то нового, и что у нас отвечает, собственно, за саму систему времени. Да? Это Кронос или Сатурн и Уран. Давайте посмотрим. Уран — это отец Сатурна, прародитель. И вообще это первое божество, которое связано с ощущением времени, с ощущением богов вообще, в принципе. В частности, Уран — это небо. У римлян целум. В древнегреческой мифологии олицетворение неба, супругеи Земли, относится к самому древнему поколению богов. Отец титанов и богов титанов. Первый стал править всем миром. Сначала не было ничего, был хаос, да? Потом появился Уран и Гея. Небо и Земля. И произошло такое как бы разделение. Так вот, небо — это то, из чего появляется все. Как бы небо и создает как бы Землю. Есть материальный мир и есть мир абстрактный, тот, который в небе, которого мы не видим, из которого появляются, рождаются идеи, где живут боги. На земле живут люди. Ну и боги временами спускаются на землю. Поэтому тут это первое разделение из того, что было, вот появилось у нас такие 2 штуки.
Согласно Гесиоду, Гея, вступив с Ураном в брак... Так, секундочку, у меня тут что-то пахнет гарью. Сделаем маленькую паузу, да, я прервусь и пойму, это снаружи там кто-то жарит шашлык или тут у нас что-то происходит. Это чуть-чуть мне мешает. 2 минуты пауза, и мы сейчас к вам вернемся. Окей, я вернулся. Так, видно, слышно. Продолжаем разговор. Вроде бы пожара нет никакого, да? Но если что, если вдруг что-то где-то у соседей горит, я надеюсь, что я успею закончить лекцию до того, как приедут пожарные, да, и все нам выключат тут. Хорошо, поехали. Собственно, на чем мы остановились? Уран, этот самый. Собственно, уран — это то, что нам дает все новое. Это то, откуда рождается все. Все боги родились из урана. Это, скажем так, скопище информации, можно сказать, да, скопище идей. Если приходит какая-то новая идея в голову человеку, она приходит, именно новая идея, она приходит по урану. Ну, так считают астрологи. Башня горит. Ой, не говорите, я тут уже сам думаю. Вот, собственно, ладно, не будем об этом, да. Не буди лихо, пока спит тихо. Вот, собственно, уран — это производительная сила. Это то, что рождает что-то новое. И символика урана — это плодовитость как раз. Он произвел вообще всех богов. То есть он прародитель всех богов. Он за это и ответственен. Он как бы оплодотворяет наш материальный мир и создает в нем богов. Согласно Гесиоду, Гея, вступив с Ураном в брак, породила горы, нимф, понта, титанов, циклопов, старуких исполинов, в общем, ну, все-все-все. Одной из главных черт Урана была его бесконечная плодовитость. Своих детей ужасных видом он ненавидел, пряча их в утробу Геи, Уран причинял ей тяжкие страдания. Для облегчения участи своей матери Кронос, ее младший сын, оскопил своего отца при помощи серпа. Да, помните, как это вот выражение серпом ну, понятно, да? Вот, собственно, это про этот миф. Плодоносная сила урана была настолько велика, что от капель крови, в некоторых мифах от капель спермы, да,
семени, упавших на землю, родились Иринии, а от семени и крови, упавших в море, богиня Афродита. Вот из морской пены это приличная вариация Афродиты. По сути, Афродита появилась, когда вода взбила, собственно, семя этого самого Урана во что-то материальное, скажем так. Вот. Результатом по итогу было отстранение Урана от продолжения рода богов-чудовищ, то есть боги закончились на этом. Как бы, ну, такие вот реальные первые боги, боги-титаны. Вот. И переход власти к его сыну Кроносу. То есть вот, собственно, противостояние Урана и Кроноса олицетворяет собой первоначальный элементарный переход власти. Башня олицетворяет власть, которую строит человек, либо бог, да? Материальный мир, ставит камень на камень в надежде на то, что он будет защищаться от врагов. А время расставляет все по своим местам, приходит наследник, смещает отца, отец со временем должен отдать власть сыну в любом случае. И либо это происходит внезапно, либо это происходит запланированно, но в любом случае это происходит. С башни падает эта самая корона, с башни всегда падает корона. И либо корону передают по наследству, либо она падает в результате несчастного случая, войны, либо смерти. Если башня перевернутая, это, конечно, неприятная башня. Это внезапный несчастный случай, когда ты вынужден расстаться со своими планами на бесконечное правление, на счастливую жизнь, да? Но если ты понимаешь, что нет ничего вечного под Луной, ничто не вечно под Луной, это линия 4-й дом, 10-й дом, Луна и Сатурн. Понимаете? Нет ничего вечного под Луной, и Сатурн вот вам обрезает своим серпом эту самую вашу вечность. Элемент времени всегда присущ Сатурну. Собственно, Кронос — это бог, который отвечал за время. Но если вы понимаете, что нет ничего вечного под Луной, вы власть передаете самостоятельно, вовремя, запланированно и правильному наследнику. Тогда вас с башни не скинут. То есть, что у нас сделал Ельцин? Передал власть. И, в принципе, сохранил свою жизнь до самой, скажем так, извините за тавтологию, до самой смерти. Вот. Поэтому, в принципе, любая власть должна вовремя уметь уходить. Вот. Ну, в политику вдаваться не будем, да. Это дело неблагодарное, и в приличном обществе о политике стараются не говорить. То есть Уран, плодородное начало, которое должно со временем, под воздействием времени, перестать плодородить. Любая плодовитость с течением времени заканчивается, хочешь ты либо не хочешь. Вечно, скажем так, рожать детей ты не можешь. Сатурн, Кронос. Теперь давайте присмотримся поближе к Сатурну. Кто такой Сатурн вообще и почему у него серп? Почему он серпом, собственно, вот по этому самому элементу, скажем так, выступающему Урана полоснул? Потому как это, в принципе, его атрибут. И сам значок Сатурна в астрологии — это и есть тот самый серп загнутый. Да? Заметьте, серпом вниз. Прямой серп, серпом вверх, как символ этой скипетра, это значок этого самого Юпитера, Зевса, властвующего короля, царя, бога. Вот. А опущенный вниз — это падение власти. Понимаете? Короче, Сатурн, по Сатурну, один из древнейших древнеримских богов, культ которого был одним из самых распространенных в Италии. Верховное божество соответствует греческому Кроносу. То есть, в принципе, Сатурн и есть этот самый Кронос. В Греции Кронос — бог земледелия, который по мифическому сюжету пожирал своих детей. И вот это, почему, зачем? Да? Сейчас объясню, зачем, почему. Боялся, да? Боялся, что его спихнут с этой самой башни, как он спихнул, срезал, сковырнул этого самого несчастного Урана.
С именем Сатурна было связано представление о Золотом веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности. В это время жизнь была изобильна, все было общим. Когда Сатурн, подобно другим добрым царям и благодетелям человечества в римской мифологии, исчез, с ним исчез и чудный век, оставивший о себе лишь воспоминания. Почему все связано с Золотым веком? Потому что Кронос, Сатурн – это время. Время нормальный человек ощущает в прошлом. Вот оно было, я это вижу, я это помню, оно было. Вот оно время, прошлое. Для нормального человека время – это не то, что будет завтра. Время – это то, что прошлое, это то, что он помнит. Вот это он может ощутить. Вот. А то, что там в будущем будет, видят только два знака. Видят водолеи и видят рыбы. Вот они прям смотрят вперед. До Кроноса все смотрят назад еще. Все ощущают время до Сатурна, до Козерога. Все ощущают время как элемент своей карьеры, своего прошлого. Что интересного у Кроносе? Кронос в древнегреческой мифологии, то есть Сатурн-то он у римлян, а в древнегреческой мифологии верховное божество, по иному мнению, Титан, младший сын первого бога Урана и богини Демиурга Геи, Земли. Первоначально бог земледелия, позднее в эллинистический период, отождествленный с богом, персонифицирующим время, Хроносом. То есть там сначала был отдельно бог, отвечающий за время, потом у них это слилось просто потому, что, это земледелие и время неотрывно связанные понятия. Вообще ощущение года как чего-то повторяющегося, циклического, это чисто земное понятие, земледельческое понятие. Потому что в земледелии все связано с циклами, повторяющимися циклами весна, зима, лето, осень, потому что нужно точно знать, когда сажать, когда собирать, когда сеять, когда пахать и прочее, прочее. Все это по расписанию, по календарю надо было делать, поэтому время четко и неотрывно связано с земледелием. Поэтому Кроноса очень часто еще рисуют у нас либо Сатурна с Уроборосом, с элементом времени, со змеей, пожирающей свой хвост. Теперь вопрос, почему Кронос пожирал своих детей? Помните вот эту байку о том, эту вот ужасающую картину Рубенса, да, Рубенс, конечно, гений. Вот этот старик, который пожирает молодого. Старик, пожирающий своих собственных детей, вот тот самый Кронос, Сатурн, он боялся, что они его сместят с трона, как это произошло с Ураном, поэтому своих детей проглатывал, съедал. Только Зевс с ним справился, только Зевс восстал против него, направил. О Зевсе мы говорили с вами в предыдущей карте, в Дьяволе. Дьявол — это предводитель восстания, предводитель воинства, которое свергает вот ту самую власть, которую мы с вами видим в этой карте. Вот Зевса не съели. Почему Кронос пожирал своих детей? Зачем? Почему их просто не убить там, да, как-нибудь по-примитивному? Почему нужно пожрать непременно? Потому что земледелие, как и скотоводство, это аграрная тема, да, связано с тем, что ты сначала растишь что-то, холишь, лелеешь, заботишься как о собственном ребенке, да, вот эту вот пахоту, поле, каждый колосок, там в поле каждый колосок, это все мое родное, да, там тра-та-та-та-та, это все. Свинок этих пасешь, растишь их, любишь их, даешь им имена, там Васька, Петька, да, вот эти свинки, хрюшки. А потом ты их убиваешь и ешь. Причем зимой, когда есть нечего, да, то есть, вот эти все запасы делаются на зиму. Животных зимой убивали, потому что, мясо-то хранить было сложно, да, и убивали сначала самых слабых, самых плохих, болезненных, да, поэтому Новый год, который праздновался вместе с Сатурналиями, а это, на секундочку, где-то 17-20 числа декабря, Рождество, связанная с обильной едой, потому что впереди была очень холодная зима, да, и слабых животных нужно было убить, и мяса было много, и нужно было есть его, поэтому все радовались. А потом в феврале было совсем плохо, да. Вот, поэтому Кронос, Сатурн, он достаточно суровый бог. Он убивает сначала тех, кто слаб, а потом уже добирается до тех, кто выжил. Вот кто выжил,
тот имеет право радоваться. Сатурналии 2000 лет назад, когда в Древней Греции складывались названия созвездий, в Козероге находилась точка зимнего солнцестояния. И именно с этим связано название южного тропика, тропик Козерога. Короче, еще одна связь Сатурна с Козерогом. Ну, там и так понятно, да? Что такое Сатурналии? Это праздники, когда люди вели себя в прямом смысле слова по-скотски. Вспоминали старых богов, тот же самый бог Пан, да? Которому молились и в период Сатурналии тоже. Он был в свите этого самого бога Диониса, бога виноделия, бога пьянства и такого поведения развратного, да? Это символика божества, приближенного к старым временам, к золотому веку, когда люди были близки с животными, когда люди еще не знали аграрного земледелия и имели, скажем так, образ жизни охотническо-собирательный, да, то есть ходили в лес, знали язык зверей, следы зверей, знали, как найти зверя дикого, убить и этим прокормиться, были сами сродни животным. Не знали, как пахать и сеять. Вот. Поэтому переход к Сатурналиям — это празднование, переход, вспоминание того предыдущего времени, когда можно было себя вести по-дикому, скажем так. Сатурналия у древних римлян — декабрьский праздник в честь Сатурна, с именем которого жители Лация связывали введение земледелия и первые успехи культуры. Они чего так радовались? Они радовались, что больше не надо ходить в лес за этими животными, да, искать в поте там лица своего, там выискивать этих животных, да. Наступили сытые времена. Люди научились сажать и выращивать и питаться лучше. Жить стала лучше, жизнь стала веселее. И когда еды много, можно позволить себе лишнего. Можно позволить себе съесть больше, выпить больше, порадоваться жизни, вернуться в разврат, в такое полуживотное состояние, в котором и пребывает обычно бог Пан. Вот. В эти дни отпускали на свободу рабов. Господа и слуги менялись своими обязанностями. Да, вот этот переход, кто господин, а кто слуга, связан с башней четко. Школьники освобождались от наказаний. Царило безудержное веселье. Многие антиковеды отмечают родственность Сатурналий с декабрьскими праздниками других народностей Европы. Например, с гуляниями в рождественские святки, Fear of Fools, с Йолем, Рождеством, Ханукой и тому подобное. Многие из обрядов, еще тех обрядов древнегреческих, да, вошли в христианские святки. В частности, одеваться в козлиную шкуру, ходить с рогами, носить козла по селам. Вот, привет из Болгарии. Вот в Болгарии тоже, кстати, есть такое. Вот везде такое есть. На святки под Рождество, когда один год, вот этот вот аграрный год заканчивался, было много мяса, еды, вина, можно было праздновать, можно было расслабиться и не думать, жить как раньше, как в древности, да, не думая о будущем. Хотя бы пару дней побыть такими вот разгильдяями, да. Вот. И как это еще связано? С Новым годом, с подарками. Старшее поколение хороших детей одаривает подарками, а плохих детей раньше наказывали. Да? По аналогии, как хорошее, крепкое, сильное животное будет жить следующий год, чтобы дать потомство, а слабый, болезненный, там, козел, овца, да, будут зарезаны, наказаны на это Рождество, так скажем, потому что все равно зиму не переживет. Чего на него переводить корм, которым можно кормить? Сильное животное, которое 100% выживет и даст потомство. Естественный отбор в действии и строительство этой самой башни все выше и выше и выше. Элемент строительства этой башни всегда еще связан с элементом неожиданности, потому что мы не знаем, что нас там ждет в следующем году. И вот такой естественный отбор, он еще тоже связан с элементом неожиданности от того, что если как бы... Ну, ладно, об этом уже в философской лекции будем говорить. Чувствуете, как вот оно все сходится в один какой-то такой узнаваемый рисунок, да? С одной стороны, каждый из этих фактов
ну, такой себе, вроде бы притянутый за уши. С другой стороны, совпадений очень много, и все они сходятся к одной символике. Понимаете? К символике передачи власти из поколения в поколение. К символике строительства карьеры и конца этой карьеры. Что год, что работа, что жизнь человеческая, все подвластно времени. Вот тому самому Сатурну, Кронусу. Вот такие дела пироги. Интересненько, да? Хорошо. Сколько у нас на времени прошло? О, нормально уже это времени. Давайте теперь посмотрим элемент падения, внезапности и когда старшее поколение уступает младшему поколению. И когда же у нас этот самый герой, который сидит в колеснице, да? Когда он у нас вылазит из доспеха, прям вылазит из доспеха, снимает этот доспех, жертвует своей безопасностью личной, когда ему нужно противостоять этой самой башне, чему-то большому, накопленному и серьезному. Когда приходит война, да? Элемент мифа о Давиде и Голиафе, конечно, да? Кто такой Голиаф? Огромный филистимлянский воин, потомок великанов Рефаимов. Запомните про Рефаимов в Ветхом Завете. Молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, то есть наследник, побеждает Голиафа в поединке с помощью пращи. То есть такая штука, которой камни бросают. Что-то типа рогатки, но еще проще. А затем отрубает его голову. Элемент отрубания головы, это, кстати, очень важно. Это связано с... Ну, опять же, это скорее такая мифологическая штука. Это слишком глубоко, это будет интересно скорее мифологам, да. Вот. Но, тем не менее, отрубает его голову. Победой Давида над Голиафом началось наступление израильских и иудейских войск, которые изгнали со своей земли филистимлян. То есть взяли власть в своей земле. У Давида не было доспехов. Почему? Потому что, ну, у него, конечно, были, он же, ну, будущий царь. Вот. Саул, его, ну, как это, военачальник, да, велел одеть его в медную броню и дать в руки меч. Но Давид был непривычен к ношению оружия, и поэтому снял доспехи. И вот что мы с вами видим? Что у нас есть закованный в доспехи огромный великан, такая башня, да, и маленький наследник, практически голый. Его очень часто рисовали именно голым от того, что, ну, чтобы подчеркнуть, что доспехов нет на нем нет защиты. Это истинность, это истина, истинные чувства человека. Напомню, что рак и 4-й дом — это луна, это незащищенные эмоции человека, да, которые вообще нужно прятать, скрывать за личностью. И 4-й дом — это еще и личность человека. Да? Так вот, когда ты выходишь бороться с общественным, с тем, что нужно побороть, с общественными нажитыми, накопленными предрассудками, ты чувствуешь, что ты против этого всего, ты должен показать свое истинное нутро, свой истинный характер, смело выступить против этого, тогда у тебя есть шанс победить только правдой. Только истинностью, сняв доспех, ты можешь победить вот этого великана Голиафа. И тогда он упадет. Из-за чего? Из-за какого-то маленького шпингалета, да, который взял и кинул камушек. Колосс на глиняных ногах. Но у меня уже не было времени впихивать сюда еще и колосса, но это та же тема. Вот. Может быть, чуть-чуть позже, да. Вот. Так вот, как... Еще есть очень интересное описание боя в этом самом в Евангелии, да. Филистимский великан посчитал для себя оскорблением то, что сразиться с ней вышел юноша, совсем еще мальчик. Этот мальчик его еще и обзывать начал по-всякому нехорошему. Вот, тут спрашиваю, что это ты на меня с веревкой и камнем идешь? Я тебе что, собака, что ли? Оружие возьми, алло, молодой человек. А молодой человек ему сказал, да ты хуже собаки. И там, я твой дом труба шатал, и вообще, и там ему высказал. Голиаф рассвирепел, раскрылся, так скажем, да, и тот ему точно камушком в лоб, чпоньк, и как бы все.
Вот. И вот этот Голиаф упал от маленького камушка, удара одного, просто потому что поддался на эмоции, скажем так. Что мы с вами видим? Мы с вами видим противостояние 4-го гиперэмоционального дома рака, да, у которого первая эмоция прям так и хлещет, да, и Козерог, который вообще это квинтэссенция Земли, это гранитная скала, это незыблемость и нерушимость, это накопленный опыт, который позволяет тебе оставаться хладнокровным, и который должен, ну это вот твой налет цивилизованности. Ты сам себе это выстроил, ты выстроил карьеру, ты выстроил свой характер, ты выстроил свое общественное мнение по отношению к себе. Это твой образ, это твой, имидж, скажем так. И тут ты под воздействием своих собственных эмоций весь этот свой имидж можешь очень легко разрушить, если не будешь держать себя в руках. Вот вам противодействие 10-го дома и 4-го дома. Такие дела, пироги. Хорошо, движемся дальше. Вы думали, все? Еще нет. Собственно, почему я это вывел так? Потому что Рефаиме, вот тот самый потомок великанов Рефаимов из Ветхого Завета, Голиаф. Что за Рефаимы вообще? Это слово из Ветхого Завета также встречается в нееврейских древних текстах Ханаана. Термин Рефаим относится либо к людям высокого роста, великаны, собственно, да, то есть это есть великаны, либо к мертвым предкам, которые являются обитателями подземного мира. Кто такие мертвые предки? Это то, что заложено в тебе, ну вот это вот полуживотное, да, наши древние предки. Мы с вами в символике мифа о Давиде и Голиафе видим, как новое поколение подвергает, ну, собственно, свергает власть предыдущего поколения. Как скотоводы и земледельцы обрушили уклад охотничий, собирательско-охотничий уклад. Как каждое новое следующее поколение наследников приходит и подвергает сомнению морально-этические нормы предыдущего поколения. Мы с вами видим проблематику отцов и детей. Мы с вами видим проблематику развития человеческой, ну, личности, истории вообще в принципе. В такой вот интересной сказочной манере. Поэтому то, что раньше было мифами, сказками, да, сейчас у нас что? Голливуд, да, рисует сказки. Раньше была Библия. Вот примерно те же самые сказки, что и сейчас, только по-другому. Значит, по сказкам, по Голливуду мы пройдемся чуть-чуть позже, но уже очень скоро. Теперь давайте затронем значение, которое карта принимает в раскладах. Собственно, когда вы строите башню в социуме, то есть дома вы строите домашний очаг. Дома вы его строите потому, что вы видели его у мамы с папой. Да? И это данная вам подаренная колесница. Это то, чем одарили вас родители и общество вообще в принципе. А вот башня — это то, что вы строите уже после того, как вы прошли там часть жизни, да, и двигаете себе карьеру. Вы хотите уже теперь руководить. Вы выстраиваете свой имидж в обществе, чтобы указывать людям, что им делать нужно. Делать это нужно систематически, то есть быстро, уважение. А башня — это уважение. Козерог — это уважение человека. Ну вот, это система. По этой системе ценностей есть те, кто выше, есть те, кто ниже. Если ты выше, ты имеешь власть. Ты можешь сверху кинуть камень, ты можешь там лить расплавленную смолу, защищаться, и тебе будет все равно, что там на тебя люди снизу прыгают. Помните Кин-дза-дза? Великий фильм, но очень образный, там очень образный язык, поэтому нет смысла его тут приводить. Тем не менее, фильм шикарен. Помните фраза? Вот, продадим все КЦ, спички, да? Купим себе планету, мир целый, и станем там хозяевами. Будем сверху сидеть, они нас будут уважать и кланяться, а мы на них сверху будем плевать. Тут спрашивают, зачем же плевать на них? Как зачем? Удовольствие получать. А какое же в этом удовольствие? Молодой еще. Да, то есть скрипач не понимает, какое удовольствие во власти.
Не суть в том, чтобы плевать, а суть в том, что ты можешь делать все, что хочешь. Вот, и для того, чтобы делать все, что ты хочешь, зачем ты можешь делать в большом мире все, что ты хочешь? Чтобы дома у тебя все было хорошо. Козероги на работу уходят для того, чтобы потом итог этой работы принести домой и отдать наследникам. Поделиться, подарить жене и детям то, что ты там наработал на этой работе тяжелой. Это система иерархии, это система классов в мире, да, это вот система ценностей. Это как далеко ты, это как это сказать, социальная система ценностей. Это богатый ты человек, либо бедный, уважаемый или неуважаемый. Вот. Это иерархия, это начальник, это карьера, общественные ценности вообще в принципе. И, конечно же, смена поколений, смена этих самых общественных ценностей. Если эта карта выпадает по работе, то будьте уверены, что человек карьерист и хочет строить карьеру, и ожидать от него можно чего угодно. По перевернутой башне он может пойти по головам, и ожидать от него можно любой гадости. Вот. По прямой башне он скорее хочет строить эту самую башню и будет делать это аккуратно, осторожно, чтобы избегнуть любых случайностей, опасностей этих, да, чтобы увернуться от этой самой башни. Только потом он поймет, что увернуться не получится, просто башню нужно все время перестраивать с учетом изменений во времени. Поэтому смена поколений, смена методик, смена инструментов. Если в плане таролога, любой нормальный, уважающий себя таролог, если хочет работать с клиентом и понимает, что у нас наступили такие времена, где каждый, да и вообще, общество ценит личную защиту, личную безопасность на уровне здоровья. Это та же самая колесница. Колесница — это доспех, эти маски, которые мы носим для защиты от вируса, от чего-то такого личного. Так вот, если ты чувствуешь, что вот сейчас такое время, да, и люди не хотят идти в твою башню, потому что они слишком заморочены своей колесницей, тогда ты должен перестраивать эту свою башню, чтобы в нее эта колесница въехала, да, либо делать как-то что-то по-другому. То есть, любой уважающий себя таролог должен работать онлайн, учиться работать онлайн. Более того, учиться работать качественно онлайн, а не просто так. Иначе вот эта молния, да, люди перестали к тебе ходить, да, все, почему? Потому что другие тарологи, которые фишку просекли раньше, они работают онлайн давно, и люди ходят к ним, потому что так удобней. С телефона, в ватсапчике, консультация. Отлично. Вот это смена поколений, смена инструментов рабочих, понимаете? Тот, кто не успел перестроить свою башню, упадет с нее. Финансы, имущество, накопление, потому как в башню все стаскивают, накапливают. Мало ли враг придет, а у тебя башня пустая. Тебя возьмут в кольцо, в осаду. Осада и время — это кольцо Сатурна. Это враги, которые стоят за этим кольцом. Вот этот самый страх, почему так эту башню боятся все? Потому что страх — это элемент Сатурна. Это враги, которые стоят вокруг границы, щелкают зубами, как говорят, скажем так, руководители некоторых постсоветских стран. Вокруг враги, они все хотят нас захватить, потому что у нас ресурсы, у нас тут самые умные, самые читаемые нации и вообще. Вот, нас все хотят захватить. Они держат таким образом, держат людей в страхе внутри своей страны, чтобы их чтобы удержать власть. Долго держать власть страхом нельзя. Рано или поздно случится что-то непредвиденное. Вот в виде этого графика падения курса, там стоимость чего там, стоимость нефти, газа, картошки, чего угодно. Вот. Поэтому власть нужно менять время от времени. Вложение. Это деньги, финансы, которые вы вкладываете в какую-то систему, которая вам приносит определенную прибыль и позволяет накапливать эти самые богатства. Нужно учитывать риски. И риски — это вот эта самая молния, которая может спалить, сжечь все ваши деньги по перевернутой карте. По прямой вы, конечно, эти риски учитываете и вовремя меняете либо валюту, либо банк. Ну, в общем, вовремя меняете форму вложения. То у вас деньги лежат в банке, то вы их вкладываете в недвижимость. Нужно менять
то вы вовремя меняете форму этой башни, те же самые деньги, те же самые кирпичи перекладываете по-другому. Берете доллары, вкладываете их в биткоины, допустим. Вот, это вообще что-то новое, уникальное. Вот, хорошо, поэтому систематическое обновление финансовых инструментов по этой башне проходит. Думать надо, да, куда ты вкладываешь деньги, сверху лучше видно, поэтому думать нужно на более продолжительный срок. Нарушенные планы, ну тут понятно, молния бьет, да, человек предполагает, Бог располагает, поэтому как бы эти планы рушатся. Форс-мажор туда же. Вот просто нарушенные планы, это когда башня, ну, перевернутая, да, либо прямая, и ты понимаешь, что ага, случилось что-то непредвиденное, мои планы рушатся, но у меня есть план Б. Да, то есть запасы в башне есть, вы вовремя ее перестроили так, что вот эта молния вам не наносит особенного вреда. И как бы шапку с вас не сбрасывает, голову с вас не срубает, как этот самый Давид Голиафу. А вот форс-мажор это то, что в самом деле стоит прописывать в договорах во всех этих самых. То, что может вам принести ущерб очень серьезный. По действию и по саморазвитию. Воздушная такая стихия, да? Планирование. Опять же, ваши действия нужно планировать. Если вы строите башню, если вы ни разу не строили башню, да, хотя бы вот из этих самых, хотя бы из костяшек домино, вы должны понимать, что чем выше вы хотите выстроить башню, тем более выверенным должны быть ваши действия. Вы должны хотя бы прикидывать, в какой форме вы будете строить эту башню. Потому что если вы просто будете ставить костяшку на костяшку, рухнет она быстро. Там нужна система, где одна костяшка поддерживает другую, третью, четвертую. Тогда они будут держаться хорошо, плотно. И башня может быть высокой. Фатализм. Когда ты понимаешь, что как башню не строй, все твои действия обречены со временем на провал. Вот эта пословица, поговорка, да, нет ничего более постоянного, чем временное, можно переначить еще как и нет ничего более временного, чем постоянное. Если вы понимаете, что как бы все нужно менять, всему приходит кирдык в свое время, да, поэтому вы заранее вкладываете вот этот элемент неожиданности в свои действия. В негативе совсем это фатализм. Когда человек не верит в то, что все будет хорошо, говорит, ну, это, там, понятно, опять там курс упадет, да, там, гипс снимают, клиент уезжает, шеф, все пропало, и вот эта паника, панический страх возникает. Когда ты не веришь в то, что вообще все будет хорошо. Когда ты не веришь в то, что все будет, ну, что хотя бы что-то будет хорошо, ты понимаешь, что у тебя нет вариантов действий. Ты не знаешь, как действовать разумно. Поэтому разум уходит, говорит, извините, я тут ничего не могу, и уступает место паническому страху. Вот эта самая башня рушится. Башня вашего разума. Вот об этом и писал Уэйт. Разрыв шаблонов. Перестройка личности. Вот перестройка личности это то, что вам нужно время от времени делать. Когда вы понимаете, что как бы все люди уже давно живут в новом мире, да, а вы все еще пользуетесь кнопочным телефоном. Потому что, вы привыкли, да, у вас такая система, вы вот запомнили, да, вам вот так проще, да. Какая разница, что уже 2021 год, там какой-то же 12, 15, 28 iPhone вышел, а вы все еще ходите с Nokia 3110 и там алло, скинь мне смс-ку, ничего не вижу, да? Вот такое. Нужно перестраивать свою личность сообразно текущему времени. Сообразно текущему времени. Понимаете? Нужно это делать вовремя, иначе это время вас тюкнет по макушке. Разрыв шаблонов. Собственно, башня и есть этот шаблон, это ваши привычные действия. Козерог это земля, причем земля кардинальная, а кардинальная земля это земля, прям вот очень сильно. Что такое земля? Это материя, это твердое. Да? Это то, что есть в нашей жизни, присутствует ощутимо. Это что-то твердое. Да? Это не какие-то абстрактные мысли, а что-то конкретное. Так вот, кардинальная земля это земля, которая очень земля. А земля, которая очень земля, это камень, скала, это гранит. Памятники вырубают в граните, чтобы на века. Мысль, вырубленная в граните, продержится много лет. Да? Вот такие дела, пироги, понимаете? Более того, какие-то материальные ценности,
по Козерогу это самые ценные материальные ценности. Что у нас там как бы есть в других этих самых, допустим, что-то приобретенное, там, ну хорошо, золото, да, еще что-то. А вот Козерог это драгоценные камни. Это сконцентрированная, сжатая до предельной своей стоимости материя. Бриллианты. Собственно, Земля, если мы берем стихию Земли, как она в игральных картах? Бубны. Бубны там вот эти вот ромбики. А почему ромбики? А потому что в Средневековье так и рисовали драгоценные камни. А драгоценные камни в английском, и как эта масть игральная называется в английском языке? Diamonds. Бриллианты. Вот и есть та самая Земля. Тут она предельно сконцентрирована. Это самое дорогое. Башня — это голова всему. Это не просто там какие-то материальные ценности. Это прям золото-бриллианты. Это сконцентрированная стоимость. Вот. Поэтому это привычки, это разрыв шаблонов. Потому что шаблон — это то, что накоплено, то, что привычно, то, что сделано. Выход из зоны комфорта — это выход из этих шаблонов. Вы привыкли по каким-то действиям, да, постоянно по земле повторять одно и то же. И это просто вбивается в вашу память, выбивается в гранит. Вот. И чтобы разбить уже свои устоявшиеся штампы, вы должны выходить из зоны комфорта. Иначе зона комфорта выкинет вас. Вот. И вот это будет уже такой очень болезненный выход из зоны комфорта, так скажем. Зона комфорта — это еще и 4-й дом, и колесница та самая, рак, который чуть что сразу прячется в эту свою зону комфорта, в рачью норку. Он если что-то боится, если он испытывает страх по Сатурну перед внешним миром, он тут же бьет хвостом и ныряет назад в свою уютную рачью норку. Вот. Понимаете? По эмоциям и по личной жизни это планирование будущего с пониманием того, что все меняется, что мужчина не сможет вечно хотеть женщину, потому что потенция мужчины падает с течением времени. Не потому, что она падает просто сама по себе, а потому что если мужчина долго живет, да, не один этаж, не один лестничный пролет живет с одной женщиной, у любого мужчины, так устроена природой, интерес к этой женщине физически по земле, по пентаклям, по козерогу, интерес падает. Уже не так интересно. Поэтому нужно перестраивать свои отношения, иначе они рухнут. Иначе вот внезапно что-то произойдет такое, случится какая-то любовница или любовник, или еще там какая-нибудь ерунда, да, и весь этот выстроенный ваша вот эта ячейка общества, да, есть семья, семейный очаг по 4-му дому, отчий дом, а есть ячейка общества. Это ваш брак. Вот брак может рухнуть нафиг, если вы не будете его ремонтировать, обновлять и перестраивать время от времени. Даже любой, ну об этом, ладно, позже будем в философской лекции, потому как тут много всего, время так уже тикает, да, Сатурн нас это поджимает, поддушивает этим своим кольцом. Поэтому планирование будущего в плане эмоций, в плане личной жизни. Думай, что ты делаешь, и думай, что ты делаешь на дни, месяцы, года вперед. Планируй, как ты будешь свою жену радовать, там, либо своего мужа радовать через год, через 2, через 5. Есть песенка у этой самой, ну ладно, про песенки сейчас не будем. Воспитание. Не зря же тут элементы этого разных поколений, да? Нужно воспитывать своего ребенка правильно, сообразно своему видению мира. Иначе этот ребенок потом запустит тебе камнем в лоб, так удивит. Такую молнию выдаст, что потом будешь думать, как же так, я же тебя не этому учил. Я же тебя учил быть хорошим, добрым, да, учил правильно, ремнем учил. Ну, вот. А тут тебе ребенок сам с этого ремня во взрослом уже возрасте выдаст что-нибудь подобное тоже. Ну, извините, как выстроил систему ценностей ребенка, как воспитал ребенка, так он теперь тебе и отвечает. И странно как бы ожидать чего-то другого, если ты не понимаешь, что ты делаешь. Поэтому башня будет перевернутая, да, и ты удивишься очень сильно. Как же так? Я же как отцы, деды и прадеды, вот нас ремнем били, я тоже. Вот. Время-то не то уже.
Все заморочены правами всех. Правами женщин, мужчин, ЛГБТ, бедных, богатых, там, инвалидов, собачек, кошечек, детей. То есть, ну вот, у нас сейчас равенство прав, поэтому как бы и воспитывать нужно в соответствии с тем, что сейчас у нас происходит, а не в соответствии со своими древними пещерными понятиями, да? Опять же, башня, руины башни — это такой символический образ прошлого поколения, прошлого времени. Вот время раньше было, да, люди жили как бы без телевизора и прочего всего. Поэтому думать надо, как воспитываешь ребенка, думать на годы вперед. С башни-то видно далеко. Крушение надежд. Да, это перевернутая башня, если ты понимаешь, что вот мы строили и построили наконец какую-то ерунду, которая падает от любой грозы, от дуновения ветра, да. Непланируемые действия приводят всегда в какую-то ерунду, в полную фигню, и этого по башне вполне можно ждать. Это логично. Вот. Это изменившийся выход на пенсию. Так, давайте, да, хорошо, у нас сейчас что? У нас сейчас вот осталось у нас еще образы в кино, да? И почему тут Вуди Харрельсон с киркой? Вообще непонятно, да? Сейчас объясню. Что там у нас по вопросам? Очень нравится курс, пишет Марина, очень сильно. На платных нет столько информации, сколько вы даете в дар. Благодарю. На платных каких? На моих платных я даю еще больше инфы. Я даю практическую инфу. Может быть, этого я всего не говорю на своих курсах платных, да? Но на групповых занятиях мы разбираем все это на практике. Вот. Поэтому я начитываю эти лекции и для всех желающих, и для моих будущих учеников, с которыми мы потом будем всю эту практику, собственно, проходить. Вот, благодарю. Ну и вам спасибо. Привет с Украины, супер курс. Стараемся. Выход на пенсию может олицетворяться башней в раскладе. Планируемый выход на пенсию? Да. Вот. Вполне. Но это может вам принести чуть-чуть не то, на что вы надеялись, на что вы рассчитывали. Да, да, это смена поколений, это понимание того, что времена меняются, да, что как бы образ жизни меняется, что нужно перестраивать свою башню, переиначивать свою жизнь, потому как, ну, время пришло. Вот. Делаю первые шаги второго, хочу узнать подробности о вашем курсе. Есть видео на канале, да? Поищите, есть видео на канале, где я говорю о своем курсе, там есть все детали, сейчас уже время занимать не буду. Либо просто напишите мне в WhatsApp, есть контакты в описании видео. Чем отличаются перемены по карте смерти и по карте башня? Сложный вопрос. Это давайте на философской лекции. Хороший вопрос. Сложный, хороший вопрос. Поэтому я его вынесу отдельно и сделаю отдельный еще эфир по вопросам. Поэтому, когда у вас возникают вопросы по лекциям в записи, да, оставляйте в комментариях свой вопрос. Я их просматриваю, вот, выбираю интересно и скоро сделаю отдельный эфир по ответу на вопросы интересно. Хорошо. Мир может олицетворяться башней в раскладе. В прямом смысле, прям визуальном, выход на пенсию и вообще пенсия — это десятка пентаклей по Уэйту. Поищите у себя в колоде, если у вас есть колода Уэйта, поищите десятку пентаклей, гляньте, вы там увидите пенсионера на заваленке, который радуется, что перед ним там вся семья. Вот, хорошо, ладно. Давайте образы в кино, потому как часики тикают, да? А фильмов внезапно много. Во-первых, смотрите, какой шикарный визуал, да? Башни и falling down, падая вниз, падение вниз, да? Фильм в русском переводе, в русском прокате шел как «С меня хватит». История о том, как какой-то бухгалтер, клерк или кто там, я уже не помню, я давно смотрел это кино, но там очень яркая мысль. Актер Майкл Дуглас, фильм «С меня хватит». Погуглите, хороший старый фильм 95-го года. Вот, о том, как у него там жизнь его так замучила,
да, что вот и то накопилось просто-напросто, а он все терпел, и в какой-то момент сорвался. И пустился во все тяжкие, начал всем доказывать, что они не правы, то есть, в принципе, он доказывать-то начал правильные вещи. Форма, в которой он это делал, была дикая, безумная, он начал стрелять, убивать там каких-то преступников, в общем, ну такое, сорвался с катушки, так скажем. Вот то самое животное начало, да, срезало тебе эту башню сорвало, крышу сорвало, и человек как бы обезумел, начал делать все, что ему хочется, просто считает нужным, правильным по своей животной натуре, по своему характеру. Отличное кино, отлично передает образ рухнувшей башни. Да и название само по себе, падая вниз, falling down, да, и визуал, да, вот эти башни, вот он тоже стоит на возвышении, с которого он потом упадет. Ну, то есть, классный фильм. Да, фильм сам по себе классный. Хорошо. Следующее кино, собственно, Вуди Харрельсон, да, которого я уже озвучил, «Зомбиленд». Добро пожаловать в «Зомбиленд». Казалось бы, причем тут какая башня, почему какой-то фильм дурацкий, да, смешной какой-то, комедия. Комедия, это комедия. Но в перерывах между таким смешным, ну, там очень много черного юмора. Если вы не любитель черного юмора, смотреть, конечно, не надо. Но если нормально, то посмотрите. Кино отличное, хорошее. Во-первых, 4 персонажа присутствуют, 4 стихии ярко выраженные. Вам будет интересно понять, кто есть кто за какую часть человеческого характера, да, кто там интеллектуал, кто физическая сила, да, кто земля, кто вода, кто воздух, кто огонь. Вот, это первое. Четверки в фильмах чаще всего так и проигрываются, разница характеров. Так вот, фильм-то говорит о чем? Постапокалипсис. Вообще все фильмы с постапокалипсисом — это крушение привычного мира. Крушение вот этой самой башни из-за какой-то ерунды, из-за непонятного стечения обстоятельств. Какой-то вирус, там какие-то зомби, какая-то там атомная бомба, инопланетяне-пришельцы, изменение климата, все затопило. В общем, все, что непривычно, это башня. Когда вы думали, что вы нормально проживете до старости, а вам приходится менять свои привычки под новый, абсолютно новый мир. В первую очередь это башня. Очень, я люблю такие фильмы, интересно. И вот тут главные действующие лица, как правило, в таких фильмах, это человек постарше с жизненным опытом и человек помладше, который более гибкий и приспосабливается быстрее к новым реалиям и ставит под сомнение моральные нормы и какой-то жизненный опыт старшего поколения. Как правило, в этих фильмах старшее поколение все-таки позволяет себе перестроиться, но при всем этом доказывает младшему поколению, что жизненный опыт, даже если он не применим в данной ситуации, все равно можно как-то приспособить к новым реалиям. То есть суть в том, что вот эти кирпичи от зиккурата, которые Александр Македонский планировал перестроить в театр, таки можно использовать для строительства театра. Жизненный опыт, накопленный человеком, в любой новой ситуации все равно может быть применим, потому что есть какие-то общие понятия, которые применяются во всем мире. В любой ситуации все равно все рассчитано по одним и тем же законам, и эти законы стоит учитывать. Вот. Очень хорошее кино, советую всем. Там как раз такие вот полуфилософские и философские даже в чем-то диалоги, где люди говорят о том, что наши привычные ценности как бы потеряли ценность, и вот, ну, и визуал там очень прикольный, смешной такой, да, где Вуди Харрельсон вытирает слезы пачкой денег, да, просто потому что деньги потеряли смысл, ими можно там, ну, в приличном кино вытереть слезы, а в неприличном вы сами знаете, что можно сделать с этими, ну, как мягко говоря, обклеить стены в туалете. Вот такие дела. Хорошее кино. Как раз про падение башни и про то, как поколения сменяют друг друга в новых обстоятельствах. Такое же кино. Ну, все фильмы похожи, да? Но вот, допустим, «Люди в черном», да? Я уже говорил про этот фильм. Это фильм про напарников. Но этот фильм не только про напарников, но и про то, как новое время дает новых героев
И как новые герои учатся у старых опытных товарищей работать в новых условиях. И как эти старые товарищи тоже учатся у молодых героев подстраиваться под современную ситуацию. Кино вроде бы такое смешное, да, но тем не менее, как образ, тут раскрыт очень хорошо именно вот эта башня. Почему еще башня? Почему я этот фильм взял, да? Потому что для главного героя Уилла Смита, да, он столкнулся с чем-то таким непривычным, с инопланетянами, что оказывается инопланетяне живут среди нас. И вся привычная картина мира у него в одночасье рухнула, ему пришлось заново учиться всему, как бы, да. Это вот та самая башня, где все привычные твои взгляды на мир рухнули в одночасье, тебе нужно как-то приспосабливаться, чтобы тебя этими камнями не завалило. Смена поколений и смена эпох, например, поствикторианской эпохи в современную, у нас отчетливо просматривается в шикарном сериале английском, да, Downton Abbey, Аббатство Даунтон. Вот. Чем хорошо еще, кроме всего прочего? Тем, что тут присутствует еще и тема хозяев и слуг. То есть тема башни тут, прописана со всех ракурсов. Во-первых, меняются времена. Действие происходит накануне и во время, и сразу же после Первой мировой войны. Англия в то время менялась радикальным образом и очень быстро. Буквально в течение половины поколения, буквально там 10-15 лет, сменился уклад жизни полностью. Если раньше все жили как вот сословно, то в течение Первая мировая война, вот тот фактор внезапности нарушенного привычного течения времени, да, опять же, Сатурн — это война, смерть и прочее, связанное с этим, да, фактор внезапности и изменений убыстряет, ускоряет время. И старому поколению приходится переучиваться, учиться у нового поколения, а вот новое поколение, вот эти все наследники, слуги, которые учатся быть наравне со своими хозяевами. Хозяева, которые учатся быть наравне со своими слугами в этом новом времени, потому что, не попишешь ничего, надо как-то привыкать. Абсолютно шикарный сериал, один из моих самых любимых. Вот. Отлично снят, отличные актеры, великолепные декорации, костюмы. И сюжет такой, он, правда, это больше женский такой сериал скорее, но он хорош. И опять же у нас 96,5% женщин на канале зрителей, так что я думаю, что с этим сериалом я в точку попаду. Там вот прям башня, опять же визуал, да, вот этой самой башни. Вот, все это здесь есть. Когда искал, нашел фильм, который смотрел урывками, там есть пару серий, хотя там целый сериал, «Жизнь после людей», либо «Жизнь после человечества», по-разному в переводе, о том, такой псевдохудожественный фильм, псевдодокументальный фильм о том, что происходит с цивилизацией, с городами, да, с какими-то с человеческими какими-то предметами, да, со зданиями, строениями, с тем, что создал человек, когда все это опять начинает захватывать Земля, да, природа, как все это быстро рушится, как время влияет на что-то привычное. С непривычного ракурса видятся наши города. Очень, очень красивое, интересное кино. Фильм, опять же, фильмы ужасов и фильмы катастрофы — это всегда про башню. Но там, опять же, есть очень интересные сценарные сюжеты развития. Например, «Тихое место». Сейчас, кстати, слушайте, вышло второе «Тихое место». Сегодня будем смотреть с женой, скорее всего. Так вот, «Тихое место», там в чем сюжет? В том, что семья живет за городом, потому что откуда-то появились там какие-то страшные существа, какие-то хищники, которые ничего не видят, но все очень хорошо слышат. Поэтому людям надо вести себя тихо, учиться жить заново, вести себя предельно тихо, чтобы не пришли эти хищники и не сожрали их. Вот. Полностью пересмотр своей жизни о том, как детей нужно учить жить в этом новом мире, и как дети учатся гораздо быстрее, чем родители.
и о том, что есть какой-то элемент случайности, и что там беременность в этом новом мире тоже страшно, что она принесет, да, и как все налаженный вроде быт годами, когда люди уже вроде привыкли чуть-чуть, да, все равно из-за какой-то случайности, из-за ерунды, из-за того, что ты не можешь предусмотреть все, это вот рушится, и ты вынужден действовать как-то внезапно, да, как-то незапланированно действовать, экспромтом как-то. Вот. И опять же тема отцов и детей, да, что дети подвергают сомнению жизненный опыт родителей. И родители, к сожалению, вынуждены доказывать этим детям, что их жизненный опыт и в новом мире тоже может чем-то помочь. Вот. Отличное кино. Фильм «Послезавтра» тоже подходит? Да, вполне. Вполне. Все фильмы катастрофы подходят отлично. Тот же самый «Война миров» по Герберту Уэллсу. Да? Там, где марсиане прилетают и захватывают людей, да, но внезапно, в общем, сюжет рассказывать не буду, если вы Герберта Уэллса не читали. Вот. Это книга, которая связана с отчетливым пониманием страха и паники в обществе. Потому что есть очень интересная история. В 30-х или в 20-х годах, уже не помню когда были развиты радиопередачи, и люди собирались вечером, семья дома, не перед телевизорами, их еще не было, а перед радиоприемниками. Там читали пьесы, рассказывали новости, были какие-то концерты. И вот в какой-то момент решили прочитать радиопостановку «Войны миров» Герберта Уэллса. Но люди-то, которые включили там через 5 минут после начала, они не были в курсе, что это книга, что это постановка, что это пьеса. Они решили, что это новости. Пришли в такой ужас, что много народу там ехало, бежали, спасались, думали, что все, инопланетяне, марсиане на нас напали. И была вот такая всеобщая паника. Не вся страна, но очень много народу как бы впало в панику. Это общеизвестный факт. Это прям вот тот самый Сатурн в том самом чистом виде. Вот. О чем фильм? О том, как человек в новых, опять же, в непривычных условиях пересматривает моральные ценности, о том, как люди друг с другом себя ведут. Да, о том, это скорее фильм о людях, не о марсианах, их там и не видно-то особо, да, вот, а о людях, о том, как люди быстро приобретают скотский вид, да, возвращаются назад в животное ощущение, о том, как продвигают только свои желания, да, о том, как быстро откатываются назад в дьявола из этой башни, и о том, как подрастающее поколение ставит под сомнение авторитет родителей, и как родитель своими действиями, спасая этих самых детей, своими действиями позволяет вернуть любовь своих потомков. Вот. Так, это куда здесь? Ну ладно. Вот как-то так. Такие вот интересные у нас сегодня кино. «Тихое место», фильм «Огонь». Да. Отлично. Так вот, я ж говорю, второй вышел уже, «Тихое место 2». И он у меня уже скачан на компьютере. Мы сегодня с женой будем смотреть. Она еще не знает, но обрадуется. Она этот фильм любит. Интересно, что на карте «Влюбленный дьявол» мужчина расположен справа, а женщина слева, а в башне они меняются местами, только в карте «Суд» все встает на свои места. Ну, это уже такое, как бы, это может и иметь значение, но если имеет значение, то как бы добавочное, да, но особо прям на такие детали обращать внимание целенаправленно. Нет, можно, конечно, нужно, полезно, но это не самое главное, конечно, в этих картах. Вот, но очень здорово, что вы обращаете внимание на эти мелочи, потому как они порой, из этих мелочей и складывается в общем и целом картина. Как-то так. Вот такая сегодня у нас лекция. Буду благодарен за лайки, за комментарии. Сейчас, в общем, порежу это видео, вырежу первые 5 минут, где мы просто ожидаем, выложу на ютубчик. Да, и, соответственно, у меня к вам просьба еще раз прийти и, хотя бы залайкать, да, либо, вот часто люди пишут, пересматривают, смотрят и пересматривают,
Если... Ну, я понимаю, что инфы много, да, и она такая, может быть, и не всегда привычная, да, вот, но тем не менее, можно смотреть и пересматривать. Надо посмотреть вторую часть. Да, хорошее кино, надо вторую часть. Добренько. Все, будем на сегодня заканчивать. 2 часа эфира пролетело как 5 минут. Пожара, слава богу, у нас не было. Вот, никакая молния в башню не ударила. Все хорошо, видите. Не так страшно, не так страшный черт, как его малюют, да, но это скорее про предыдущую карту, про предыдущую лекцию. Существуют художественные фильмы про карты Таро. Я не помню, хороших нет. Хороших нет. Так вот, чтобы было понятно, что такое карты Таро и художественный фильм, нет. Как элемент, как декорация они присутствуют временами, но как бы, существенной роли особо не несут. Но это очень узкая тема, карты Таро это узкая тема. Есть фильмы про эзотерику, про магию, про колдовство, там эти карты присутствуют. А вот прям так, чтобы Таро-Таро, да, важный элемент Таро присутствовал в книге, в цикле произведений Роджера Желязны. Желязный написал «Хроники Амбера». Шикарный цикл фэнтези, и там главные герои представлены как один из видов Таро. То есть там есть Таро, и им часто пользуются, но такое свое видение Таро у автора. В принципе, после «Принцев Амбера», после «Хроник Амбера», я и заинтересовался картами Таро. Это было очень-очень давно, еще как бы в юности, в ранней моей, да, еще в школе я читал этот цикл романов, очень круто. Вот, и вроде как собираются снимать, либо уже снимают сериал по хроникам Амбера. Если это снимут, если это будет хорошо, тогда это будет просто праздник. Вот, ну посмотрим. Вот. Хорошо, всем спасибо за вопросы, спасибо за лайки, за комментарии и просто за внимание, за то, что приходите, за то, что я не в пустое пространство все это вещаю, что кому-то это нужно, что кто-то интересуется этим. Увидимся в следующий вторник. Дальше у нас там что за карты? Дальше у нас звезда, дальше у нас Луна, Солнце и Страшный суд. Осталось немного, 4 карты. За 2 недели справимся. Ну и дальше 2 карты будут Мир и Шут. Это одна карта просто в разных аспектах, скажем так. Вот. По ним будет одна общая лекция большая тоже. Вот такие старшие арканы. Надо почитать Желязный. Почитайте Желязный. Отличное качественное фэнтези. И оно такое полуфилософское тоже. И там много символики интересной. Сюжет прикольный. Класс. Вот. Мне надо перечитать, наверное. Я вот думаю, что надо бы перечитать. Я как раз думаю, чтобы такое читать. Чтобы почитать такого художественного. А то я вот все читаю какие-то там истоки фантастической сказки, такое вот, ну, почитаю. Вот, связанное с работой все читаю. Хорошо, добренько. Всем удачи и до вторника. Да? Всем хороших выходных. Всем пока.